Вы даже не представляете, через что на самом деле прошла Деmet Özdemir, прежде чем оказаться на вершине турецкого кинематографа. Ее путь не был похож на красивую сказку, в нем хватало унизительных моментов, закулисных интриг и решений, которые могли стоить ей карьеры. В этом видео мы расскажем, какие темные тайны скрывались за ее блестящей улыбкой. Почему фанаты до сих пор спорят о ее скандальном выборе, какой неожиданный поворот навсегда изменил ее судьбу и что происходило за кулисами мечты шефа, о чем никто не осмеливался говорить вслух. И поверьте, самое шокирующее мы приберегли для финала. Досмотрите до конца, там вы узнаете то, что способно перевернуть ваше представление о Demet Özdemir и о самом сериале. Сегодня имя Demet Özdemir звучит особенно громко, ведь вечером выходит новый сезон «Мечты шефа», проекта, о котором говорят и в Турции, и далеко за ее пределами. Миллионы зрителей ждут продолжения истории, а вместе с ним новых экранных эмоций от дуэта Demet и Чагатая Улусая. Но прежде чем она оказалась в центре всеобщего внимания, был долгий путь, полный неожиданных поворотов и трудолюбия. Ее история начинается не с камер и красных дорожек, а со сцены, где вместо слов говорило тело. Танцы стали первой страстью Demet. Еще подростком она выходила под яркий свет прожекторов, двигаясь в ритме музыки так, словно мир вокруг переставал существовать. Ее талант быстро заметили. Выступления в составе группы Efskzlar сделали ее частью больших спортивных шоу, где танец был не просто движением, а настоящим зрелищем. Но сама судьба словно намекала, сцена для нее слишком мала. Яркая внешность, энергия и умение завораживать внимание зрителя открыли перед ней новую дверь. Сначала это были рекламные кампании. Ролики для Pickers Airlines, Fresh Company, Coca-Cola, небольшие истории, где она не произносила и пары фраз, но зрители уже запоминали ее лицо. Камера полюбила Demet, и она ответила взаимностью. Каждый кадр был шагом к большему, каждый съемочный день – тренировкой перед настоящим стартом. Все складывалось так, будто танцы подготовили ее к экрану, привычка к сцене, уверенность в движениях, умение держать внимание публики. Из рекламных пауз в спортивных аренах она переходила в телевизионные паузы в домах зрителей, и разница заключалась лишь в масштабе. Чем больше людей ее видели, тем яснее становилось, впереди у нее путь гораздо больший, чем жизнь танцовщицы или модели для брендов. Эта скрытая энергия и внутренняя готовность пробиться в другую реальность в итоге привели Demet к первому серьезному предложению. Мир танца оставался в ее прошлом, а на горизонте начинал появляться новый мир актерской игры, где главной сценой станет экран, а миллионы глаз будут ждать от нее уже не танцев, а живых эмоций. Первое знакомство Demet с актерским миром случилось почти случайно, но именно такие случайности часто меняют судьбы. В 2013 году ей предложили сыграть роль в сериале «Я открою тебе секрет» Sana Berasar Vereceğim. Это был не главный персонаж и не тот проект, где обычно рождаются звезды, но именно здесь она впервые оказалась по другую сторону камеры. Для зрителей ее появление было эпизодом, для самой Demet – испытанием. Научиться работать в актерском ансамбле, понимать, как строится сцена, как оживает история. В этой роли не требовалось блистать, требовалось учиться. Она впитывала каждое замечание режиссера, каждое движение старших коллег. Если на танцевальной площадке она привыкла быть ведущей фигурой, то здесь нужно было стать частью единого механизма. Этот опыт оказался бесценным, он сделал ее готовой к настоящему прыжку. И этот прыжок не заставил себя ждать. Уже в 2015 году Demet получила шанс сыграть главную роль в сериале «Запах клубники» Selçuk Kokusu. История о легкой, романтичной любви неожиданно стала хитом. Для турецкой публики этот проект был чем-то привычным, но именно харизма Demet сделала его больше, чем очередным ромкомом. Ее экранная пара с Юсуфом Чимом оказалась настолько убедительной, что зрители следили за каждым взглядом, за каждым жестом. После выхода «Запаха клубники» она проснулась знаменитой. Молодая актриса, еще недавно известная в узких кругах как танцовщица и рекламная модель, теперь собирала армию поклонников. Она стала новым лицом турецких романтических комедий, легких и ярких, полных эмоций. Но впереди ее ждал проект,
который не просто подтвердит талант, а превратит имя Димет Оздемир в международный бренд. 2018 год стал для Димет переломным. На экраны вышел сериал «Ранняя пташка» Эркенси Кус. Для турецкого телевидения это была еще одна романтическая история, но именно она превратилась в культурное явление. Зрители не только внутри страны, но и за ее пределами буквально жили жизнью героев. В центре внимания оказалась пара – Санем, простая девушка с мечтами и внутренним огнем, и харизматичный фотограф Джан. Экранная химия между Димет Оздемир и Джаном Яманом стала той искрой, которая разожгла интерес миллионов зрителей. Каждая серия обсуждалась в соцсетях, каждый их совместный кадр расходился на тысячи гифок и мемов. Для Диметы это был не просто успех, это было настоящее восхождение. Ее начали узнавать за границей, приглашать на интервью и фестивали, поклонники из Италии, Испании, Латинской Америки и Ближнего Востока писали ей письма и устраивали флешмобы. Она стала символом турецкого ромкома, новой звездой, которая олицетворяла легкость, красоту и жизнелюбие. Но вместе с признанием пришел и вызов. Такой взрыв популярности мог закрепить ее только в одном амплуа – актрисы легких романтических историй. Димет понимала, чтобы оставаться на вершине, мало быть королевой жанра, нужно показать глубину и силу в ролях, где улыбка – это не главный инструмент. Именно тогда она решила рискнуть и шагнуть в совсем другой мир – драматический. После оглушительного успеха в романтической комедии Димет неожиданно выбрала путь, который удивил даже ее преданных поклонников. В 2019 году она согласилась на главную роль в драматическом проекте «Судьбоносный дом» Дадуин Ев Кадириндир. Это был резкий контраст. Вместо легкой, солнечной героини ей предстояло сыграть женщину, чья жизнь полна боли, выбора и тяжелых решений. Многие сомневались, сможет ли актриса, которую полюбили за обаяние и юмор, раскрыться в глубокой драме. Но уже с первых серий стало ясно, Димет не просто справляется, она раскрывает новые грани. Ее игра стала серьезнее, голос глубже, движение сдержаннее. Там, где зритель привык к легкой улыбке, теперь появлялись слезы и сила характера. Роль принесла ей уважение критиков. Для Димет это было доказательством самой себе и всем, кто наблюдал за ее карьерой, она не ограничивается рамками одного жанра. Она может быть не только романтической мечтательницей, но и женщиной, которую жизнь проверяет на прочность. Этот шаг стал переломным. С одной стороны, она сохранила любовь аудитории, с другой – получила признание как актриса, способная на драматические перевоплощения. И именно этот опыт подготовил ее к дальнейшему расширению горизонтов, большому кино и международным платформам, где зрители ждали от нее чего-то нового и масштабного. Когда зрители привыкли видеть ее в долгих телевизионных историях, Димет сделала новый шаг в мир кино и стриминга. Для актрисы это стало возможностью показать себя в формате, где сюжет сжимается до 2 часов, а каждый кадр требует максимальной точности. В 2022 году вышел фильм «Тактика любви» Ask Tactic Liri на Netflix. Легкая, остроумная история о любви в современном мире мгновенно покорила аудиторию сервиса. Миллионы просмотров, обсуждения в соцсетях, новые фанаты за пределами Турции. Проект доказал, что имя Димет теперь работает и за рамками национального телевидения. Для актрисы это был важный знак, она способна собирать аудиторию на глобальной платформе, где конкуренция невероятно высока. Но на этом она не остановилась. Параллельно с романтическими проектами Димет продолжает расширять диапазон. В 2025 году ожидается премьера фильма «Сенлерин Дуюну» – драма, где она вновь примерит более серьезный образ. Это говорит о ее стремлении не застревать в одной нише, а двигаться к ролям, которые проверяют актера на глубину и выдержку. Однако, несмотря на новые жанры и эксперименты в кино, главной ареной для Димет остается телевидение. Там, где зритель живет вместе с героями неделями и месяцами, там, где создается настоящая связь. И именно в этот момент в ее карьере появился проект, который снова вернул ее к романтической магии, но уже на новом уровне «Мечта Эшрефа». Когда в эфир вышла «Мечта Эшрефа» Эсреф Руэ, стало ясно, турецкая телеиндустрия получила новую жемчужину. Атмосфера Стамбула, тонкая драматургия,
Главное, дуэт Диметь Оздемир и Чагатая Олусая сделали этот проект событием. Их экранное партнерство стало тем, чего так ждали зрители: свежая химия, баланс нежности и внутреннего напряжения, моментальное доверие между героями. Для Диметь роль Нисан Ак-Йол стала особенной. Она соединила в себе черты, к которым актриса шла годами: легкость и романтику, отточенные еще в комедиях, и драматическую глубину, полученную в тяжелых проектах. Зрители увидели героиню, которая умеет любить, бороться и меняться вместе с обстоятельствами. Первый сезон сериала оказался успешным не только в Турции. О проекте заговорили на международных форумах, обсуждали его в социальных сетях по всему миру. Стало очевидно, это не просто очередной ромком, а масштабный проект, задающий новые стандарты. Именно поэтому новость о втором сезоне вызвала такой резонанс. Когда подтвердили возвращение Диметь и Чагатая, зрители восприняли это как обещание: продолжение истории будет не менее захватывающим. Интерес усиливали слухи о том, что сценаристы готовят еще более эмоциональные линии и неожиданные повороты. Так, «Мечта Эшрефа» стала не просто очередным этапом карьеры, а символом новой вершины. Для Диметь это шанс закрепить статус актрисы, которая умеет оставаться любимой в разных жанрах и форматах, и каждый раз открывать зрителю новую грань своего таланта. За блеском экранных успехов всегда скрывается личная сторона, и в случае Диметь внимание к ее жизни было не меньшим, чем к ее ролям. В 2022 году она вышла замуж за певца Агусхана Коча, и казалось, что медиа будут еще долго обсуждать красивую историю любви. Но спустя короткое время их пути разошлись. Для актрисы это стало испытанием: публика и пресса следили за каждым шагом, а личное становилось достоянием миллионов. Тем не менее, Диметь сумела пройти через это достойно. Она не позволила личным переменам затмить ее профессиональные достижения. Напротив, казалось, что из каждой ситуации она выходит сильнее. В интервью и публикациях в социальных сетях актриса демонстрировала оптимизм, умение сохранять баланс и сосредоточенность на новых проектах. Кроме того, Диметь давно стала иконой стиля. Ее образы на премьерах и фестивалях разбирают в журналах моды, а поклонники подражают ее выбору одежды, макияжа, даже жестам. В ее образе сочетаются легкость и женственность, уверенность и смелость. И именно это делает ее вдохновением для тысяч девушек, которые видят в ней пример не только как актрису, но и как женщину, способную держать равновесие между карьерой и личными испытаниями. Эта устойчивость, умение оставаться собой при любой волне внимания делает Диметь особенной фигурой. Она становится символом не только турецкого кинематографа, но и современной женщины, которая умеет быть в центре событий и при этом сохранять собственную силу. Сегодня имя Диметь Оздемир звучит далеко за пределами Турции. Она прошла путь от девочки, танцевавшей в групповых шоу на баскетбольных матчах, до актрисы, чье лицо известно зрителям на разных континентах. Каждая роль становилась для нее ступенью, каждая новая история – шагом к вершине. Ее карьера – это не просто череда проектов, а пример того, как упорство и талант могут превратить мечту в реальность. Сейчас ее считают не только звездой романтических комедий, но и актрисой, умеющей играть глубокие, многослойные роли. Она расширила горизонты от сериалов к кино, от национальных каналов к глобальным стримингам. Но даже при этом остается верной телевидению, тому пространству, где рождается самая крепкая связь с аудиторией. Новый сезон «Мечты Эшрефа» становится очередной вехой. Поклонники ждут продолжения не только ради сюжета, но и ради того, чтобы снова увидеть, как Диметь создает магию на экране вместе с Чагатаем Улусоем. Их дуэт воспринимается как обещание: впереди будут эмоции, переживания и новые открытия. История Диметь Оздемир – это не завершенный рассказ о движении вперед. Она остается символом целого поколения актеров, которые несут турецкий кинематограф в мир, и примером для тех, кто только начинает мечтать о сцене. Сегодняшняя премьера – лишь одна страница в книге ее успеха, и ясно одно – впереди будут новые роли, новые победы и новые вершины. Спасибо, что были с нами и досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и обязательно оставляйте комментарии. Ваше мнение для нас очень важно.
До новых встреч, впереди еще больше историй, которые вдохновляют.